Говорят, что короли тоже любят Рождество. Говорят, что есть на карте мира место, где декабрь пахнет королевскими балами и рождественскими чудесами. Сегодня мы вместе отправимся в Вену, в великую австрийскую столицу не менее великих чудес. Музыки гениального Моцарта и той самой тонкой магии новогодних праздников. Но это будет необычно, с величием, по-королевски. Мы увидим, как оживают и сверкают старинные портреты Габсбургов, как королевские экипажи выезжают из-за угла. Послушаем стук лошадиных копыт, погладим их и обнимем вместе. Увидим историю сотворения мира всего за 5 минут, и это будет очень мощно. В этом выпуске мы на 3 дня превратимся в принцев и принцесс, чтобы послушать шепот каменных дворцов и узнать все секреты австрийского Рождества. Ну и, конечно, попробуем его, тот самый знаменитый кусочек королевского шоколадно-абрикосового захера. В этом выпуске мы сходим в гости к динозаврам. Да, к живым динозаврам, кстати. Прогуляемся по магическим аллеям замка Шенбруна, найдем настоящую карету Золушки и ее хрустальную туфельку. Мы вместе будем танцевать и наслаждаться, чтобы впустить атмосферу этого особого праздника и отогреть свои души и сердца. Ну как, готовы? Тогда заваривайте свой самый любимый чай и пойдемте в эту вкусную венскую королевскую зимнюю сказку вместе с нами. Наше путешествие по королевской Вене мы начнем с самой знаменитой и именитой, ну и традиционной, конечно, ярмарки страны. Зачем нас со Стасом сюда принесло? Потому что это сердце города, и тут есть чему восхищаться. Во-первых, в декабре Венский Ратхаус превращается в целую зимнюю страну чудес, прям как в детских книжках. Каждый огонечек здесь зажигают вручную, чтобы создать настоящую рождественскую магию. Во-вторых, сладости в центре Вены до сих пор готовят по рецептам аж XVIII века, и только один вкус сразу переносит в их королевское, но такое вкусное прошлое. Когда находишься здесь, прямо в воздухе чувствуешь аромат корицы, жареного миндаля и ванили. Ну и чудес, конечно. Да, чудеса тоже вкусно пахнут. А еще их можно потрогать. На этом рождественском маркете можно найти разные диковины. Например, крохотные такие паровозики, расписных котиков и шары ручной работы. Все это крутится, сверкает, жужжит, но вот как тут устоять? Я и Стас не удержались и в итоге взяли парочку котят себе домой. В начале выпуска я сказала, что в Вене Рождество королевское. Так что же делает эту ярмарку королевской? В чем ее секрет? Как вы думаете? Напишите нам в комментариях. Ладно, расскажу. Но для начала это настоящий рождественский каток. Вы спросите, да что в нем особенного-то? Это же просто лед, такой везде есть, так? Да, наверное, на севере да. Но мы с вами посреди Европы в почти +5, в месте, где знаков про туман и дождь в декабре больше, чем супермаркетов. Поэтому каток здесь в центре города, как и снег. Это великое чудо. Его заливают по особой технологии, когда тонкий слой воды замерзает каждую ночь, а рабочие добавляют новые слои все время, чтобы лед был идеально гладким. Поэтому он так похож на зимнее зеркало, только при дворце. Его освещают сотни уютных крошечных огонечков. И прийти сюда может каждый, даже если вы не умеете кататься, но всегда мечтали попробовать.
Я и Стас познакомились здесь с талантливыми ребятами, которые творят на льду совершенно сверхъестественные вещи. И благодаря им мы сейчас видим все эти танцы со звездами на льду. Если каток для вас недостаточно королевский и вообще никак не удивительный, тогда как насчет каруселей? А, вы видели их, говорите, в нашем выпуске про Страсбург? Ну ладно. Так, быть может, сладостями вас удивишь? Как насчет тех, что с венскими королевскими привкусами? Вообще эти булочки, прецели, штрудели здесь делают по рецептам, которым уже 200 лет. А еще здесь есть десерты с секретом. Что там внутри, открывается только, когда пробуешь все эти шедевры на вкус. Такой вкусовой сюрприз получается. Ребята, это вообще не кексы. И это не французские пирожные. Как вы думаете, что это такое? Пахнет божественно. Пишите ваши версии. К десертам здесь относятся тонко, изящно. Иногда венские кулинары шутят, что сквозь тесто, которое они готовят, можно увидеть интерьер кухни, пока они его раскатывают. А еще они придумывают новое все время, чтобы удивлять и восхищать. Так вот, про восхищать. Перед вами знаменитый на весь мир торт Захер. Тот самый, который ели Битлз на своих концертах в Вене, Хью Грант и Николас Кейдж на гастролях и королева Елизавета на своей свадьбе. Ребята, этот торт придумал 16-летний мальчишка. В 1832 году австрийский князь заказал для званого ужина что-то эдакое. Десерт, который очарует всех. Но главный мастер заболел, и готовить пришлось 16-летнему ученику Францу Захеру. Парень не растерялся, взял шоколад, абрикосовый джем и придумал это. Зачем я пою оды торту? Что в нем особенного? Ну, например, то, что оригинальный рецепт хранится под замком в сейфе отеля «Захер». Доступ к нему имеют только несколько людей, кто подписывает контракты о неразглашении. Даже сотрудники отеля не знают точный состав глазури, на создание которой уходит по 3 дня каждый раз. В Австрии абрикос — это национальный фрукт, поэтому джем у торта абрикосовый. В рождественский адвент народ даже отмечает день этого торта. Вдумайтесь только. 5 декабря. Вся страна отмечает Захер Торт Дэй. Записывайте себе, потому что в этот день устраиваются всякие дегустации, акции, конкурсы. Ну, в общем, вы поняли. Когда будете в Вене, расскажите нам потом, каким он был на вкус. Ваш первый кусочек этого легендарного королевского, лично вашего Захера. Если вдруг Захер и Rathaus вас не удивили, ничуть, и кажется совсем не королевскими, давайте вместе отправимся вот сюда и увидим еще одну причину, почему мы так назвали этот выпуск. Это, ребятушки, Бельведер, символ культуры Австрии и отражение души ее столицы. Он выглядит так, чтобы мы на всякий случай не перепутали, куда мы приехали. Тут можно делать реверансы, поклоны и мечтать о венских высоких новогодних балах, приемах и именитых ужинах. Наверняка те, кто писал «Золушку», вдохновлялись Бельведером. Ну, я бы, по крайней мере, так точно сделала. Вы скажете, еще один дворец. Да сколько можно? Да, вы правы. Но мы с вами в городе этих самых дворцов. И Бельведер, ах, Бельведер. А что необычного в нем-то? Ну вот что? Ну, во-первых, это шкатулка редких шедевров мирового искусства. Вот этот, я думаю, вы точно узнаете. Это тот самый поцелуй Густава Климта. Оригинал, ребята. Я вообще не искусствовед и редко хожу по музеям, поэтому лично для меня стало открытием, что Климт — это австрийский художник. Я бы сказала, мастер и гений не только Австрии, но и всего мира.
Он был сооснователем Венского художественного союза, который выступал против академических стандартов и продвигал свободу творчества. Еще раз, казалось бы, Вена, симметрия, дворцы, Бельведер — это же все про каноны и стандарты, реверансы, поклоны — это же правила, бесконечные правила. И тут Густав Климт создает поцелуй, который снимает все ограничения, убирает шаблоны и врубает чувство свободы и полета. И он тут не один. Вы знаете, вроде это просто картина. Или нет? Вот есть в ней какая-то сакральность, святость, любви. И это вау, какое открытие в Вене на Рождество. И пока вы ищете свой смысл, свою метафору и сакральность любви и поцелуя, я оставлю вас здесь, побродить по коридорам Бельведера на минутку. Скорее всего, вы спросите, а где Рождество? Зачем мы сюда приехали вообще? Ответ вы видите на своих экранах. Дело в том, что дворец и сады Бельведера на 4 недели рождественского адвента превращаются в атмосферное чудо, которому лично, на мой субъективный взгляд, я бы присудила 2-е место из топ-10 самых красивых рождественских рынков Вены. Вам не кажется это удивительным, нет? Рождественская детская ярмарка при настоящем королевском дворце для взрослых и серьезных. И сюда может попасть каждый. Каждый может почувствовать себя немножко принцем или принцессой. Не знаю, как у вас, лично я в детстве доставала из шкафов все бабушкины занавески, одевала их на себя, танцевала перед зеркалом и представляла, что это мое бальное платье. Да, ребята, я мечтала попасть на бал. Хоть раз в жизни. Это по-детски, да. Но мы ведь в Вене, и здесь попасть на бал — это нормально и естественно. И вообще, дети — наши лучшие в мире учителя. Именно ребенок внутри нас верит в чудеса. Именно ребенок внутри нас создает шедевры и мечты. А еще он вдохновляет нас на все самое прекрасное в нашей жизни. Помпезный, громадный, серьезный взрослый Бельведер с его самой детской, уютной рождественской ярмаркой натолкнул меня на одну концентрированную мудрость. И, как сказал бы Стас, будет очень концентрированным. Так вот, а что если нам, взрослым и совсем серьезным, смотреть на все, абсолютно на все, глазами ребенка, хотя бы на Рождество? Каким тогда будет мир? Что хорошего в нем появится и проявится? Подумайте над этим, пожалуйста. Серьезно, по-взрослому подумайте, осознанно. Подумайте, и мы пойдем дальше. Потому что Бельведер — это еще не все. Это только начало. Я вам тут в начале выпуска заявила про бал и кареты с лошадьми. Скажите, было ли у вас такое хоть раз, что вам хотелось бы увидеть мир как будто бы в старинные времена? Когда не было еще машин, квартир, многоэтажек, не было телефонов и компьютеров, и люди просто беседовали часами и гуляли. Я и Стас решили дать этому шанс и отправились на один крутой эксперимент, который можно найти в Австрии. Мы взяли себе вместо 600-го стального Мерседеса живых, настоящих и пушистых рождественских лошадей. Да, решили послушать этот волшебный стук копыт. У нас есть тут в блоге те, кто неравнодушен к этим прекрасным созданиям. Кто хотя бы раз их просто обнимал или проводил с ними больше 5 минут. У меня вот это впервые, ребят. Наш маршрут был небольшим, всего 30 минут, по историческому центру города, но это какое-то такое волшебство. Когда ты смотришь на мир, на город из кареты с парой лошадей, как будто перемещаешься назад в прошлое. Но при этом ты вроде в настоящем и вообще выглядишь как пришелец из будущего. Какая удивительная штука время. Как красиво оно, как вечно и как прекрасно. Ведь это настолько необычно
неописуемо сохраняет для нас историю. Поэтому, если вы приедете в Вену или просто будете проездом в Австрии, попробуйте провести 30 минут времени вот так. И, возможно, вам откроются ваши дзены и инсайты, потому что путешествие, а уж тем более в Рождество, это тоже своего рода дзен. Есть в Вене такое место, которое бы я лично поставила на первое в том самом субъективно-объективном рождественском списке. За всю свою жизнь и за десятки лет жизни в Европе и даже после столицы Рождества Страсбург, я, честно, впервые в жизни вижу такое. Казалось бы, ярмарки, дворцы, Моцарт, балы, кареты, Вена. А как еще лучше? Что может быть еще лучше? Шенбрунн, ребята. Никак иначе. Шенбрунн — это главная австрийская императорская резиденция Австрии. Это как летний Версаль династии Габсбургов. Именно здесь выросла будущая французская королева Мария Антуанетта. Она провела в Шенбрунне свое детство, и по легенде она играла в тех же залах, где позже великий Моцарт придумывал свои концерты. Про Моцарта, кстати, именно в Шенбрунне Моцарт давал свои концерты перед императрицей. Говорят, что однажды он залез к ней на колени и нежно обнял ее, отчего она расплакалась и растрогалась. Шенбрунн огромный, нам показывают только 45 залов, но всего их порядка 1441. И вот здесь, в этом самом дворце, мы нашли со Стасом такое. Смотрите сами. Кроме самой красивой и волшебной ярмарки в Вене, в Шенбрунне, есть еще кое-что. Это театр света и чудес под открытым небом, ребятушки. Буквально. Да, на 4 недели в Вене сады Шенбрунна превращаются в целый океан из миллионов огоньков с одной целью — воссоздать сказку. Здесь можно найти все: карету Золушки, секретные проходы, световые лабиринты, зачарованный лес, до неба цветущий рождественский сад, живые скрипки, которые сами играют Моцарта, маски, маскарадные костюмы, портреты тех самых Габсбургов. И это настолько красиво. Это, наверное, самое красивое, что можно только найти в Рождество в Вене. Миллионы огней собираются воедино, чтобы сказка ожила. Ребята, мне кажется, у меня уже удивлялка сломалась, но нет, она еще работает. Находясь здесь, веришь, что сказка — это явь, которая случается в жизни с каждым, даже со взрослыми, даже с очень взрослыми. И знаете, видя всю эту красоту, мне хочется сказать вам, что никогда не поздно начать верить в чудо. Потому что если верить в него, как по волшебству, этих самых чудес становится еще больше и больше и больше в нашей жизни. А если вам сейчас вдруг по каким-то причинам все-таки не верится, то задайтесь такой целью — искать чудеса. Просто искать. И они обязательно найдутся. Потому что то, что мы ищем, ищет и нас тоже. Поэтому давайте заглянем здесь всюду, давайте искать снова и снова, чтобы учиться видеть и привлекать эти самые чудеса. И чтобы находить свои, те самые дорогие и ценные сердцу чудеса. Чё? Наряд Снегурочки, да. А вы думали? Беленькие? Делаю ставки, сколько они продержатся беленькими. Вена — это город-сюрприз. Бывает такое, что приезжаешь сюда, и тут в декабре льет ливень. Каждый день. И снегом никак не пахнет. Так вот, в один из таких дождливых декабрьских дней мы со Стасом искали снег. Естественно. И как нам интересно провести время, чтобы заполнить его чем-то приятным. Дарин, пошли. Как ты думаешь, нам нужно это орудие пыток? Не, нам тут чуть-чуть пройти. Я так не думаю. Короче, ребята, у нас тут дождь перед Новым годом. Если вдруг вы будете в Вене на Рождество,
Обойдете все ярмарки, попробуйте все пунши и прецели, потанцуйте на балу и даже посидите в карете Золушки, то есть еще один типично-нетипичный вариант, куда сходить, чтобы запомнилось. Еще раз. Вена — это город дворцов и еще чего? Как вы думаете? Ваши версии? Музеев, конечно. Они тут есть разные на любой вкус и цвет. Парочку из них мы вам покажем. Вот этот, например, вас, скорее всего, удивит и порадует. Узнаете? Это же они, снежные шарики из нашего детства. Рассказывайте, сколько раз вы трясли снегом? Как ни разу? Не поверю вам, не может этого быть. Ну а снег-то вы точно любите? Так вот, наверное, я сейчас открою вам Америку, если скажу, что эти снежные шары придумали и изобрели здесь, в Вене. Одна маленькая семья каждый год вручную создает вот это для целого мира вот уже почти 120 лет. В конце 19 века один венский хирург искал способ улучшить освещение в операционных. Тогда осветительные лампы были слабыми, и врачи использовали специальные рефлекторы, усиливающие свет. Мастер-механик Эрвин Перце, работающий над усовершенствованием таких рефлекторов, решил экспериментировать. Он добавлял в стеклянный шарик с водой разные материалы, чтобы свет лучше отражался. Однажды он попробовал манную крупу. Крупинки медленно оседали и создавали красивый эффект, словно снег падает. Так он случайно получил прототип будущего снежного шара. И тогда мастер решил сделать сувенир. В маленький стеклянный шар он поместил фигурку миниатюрной базилики, добавил воду и снег из манки, и получилось оно. Так около 1900 года родилась первая венская шникугель — снежная сфера. В 1905 году Перце основал фабрику Original Wiener Schneekugel-Manufaktur. Удивительно, но фабрика работает уже более 120 лет. Производством до сих пор занимается семья Перце уже третье поколение подряд. Все снежные шары, естественно, собираются вручную. И именно венская мануфактура считается родиной современного снежного шара. Ребята, вы не поверите, мы нашли самые крошечные в мире шарики снегом. Представляете, они вот такого размера. Вот сейчас поделитесь с нами, у кого такой шар дома уже есть. Приготовьте его, пожалуйста. Расскажу про него один секрет. Приготовили? В начале 20 века люди хранили такие шары, как талисманы. Считалось, что они приносят удачу, оставляя желание внутри шара и исполняя его. В общем, это аналог волшебной палочки по-венски. Поэтому, если вы еще свой шарик не достали, то доставайте его уже скорее. Загадывать будем мечты на Новый год. Если у вас такого шарика вдруг нет, то загадайте свою мечту у нас в комментариях под этим видео. И шарики из Вены обязательно услышат ее, запомнят и отправят прямиком в небесную канцелярию с первым выпавшим снегом. Если вдруг вам захочется еще чудес и еще музей в Вене, мы оставили вам на десерт одну вишенку на торте, куда можно заглянуть всей семьей. Особенно если у вас дети или если вы пара и ищете, куда отправиться на свидание в Рождество. Оказывается, на Рождество в Вене можно сходить в гости к динозаврам и к мамонтам. Я не знаю, что лично вы чувствуете сейчас, я стояла и смотрела, разинув рот. Потому что точно так же, разинув свой рот, но в 2 раза больше, на меня смотрел вот этот Рекс. Вот вам и свидание. А еще мы со Стасом нашли мамонтенка. Но как в мультике, помните, сибирского. Вот он тоже здесь, в Вене. Мы с вами в музее естествознания, ребятушки. В том самом, где 30 плюс миллионов образцов. В том самом, где самое красивое кафе в Вене. В том самом, где самые масштабные фотографируемые лестницы. В том самом, где летают 1000 бабочек в животе и кружится голова от всего того, что ты здесь видишь. Вот буквально кружится голова
И ты стремишься успеть все это разглядеть. Ну вот, например, настоящий нильский крокодил. Смотрите, какой же он огромный. Такой огромный, что я убежала от него к бабочкам. А бабочки, они здесь буквально порхают. А стеллажи эти, прям как в кабинете старого ученого, который объездил весь мир и открыл таки свою Америку или Индию. И это не случайно. В этом музее есть секретные ходы, залы, куда нельзя попасть, так называемые кастровые кабинеты. Это такая закрытая коллекция, куда пускают только ученых, потому что тут хранятся старинные гипсовые слепки редчайших ископаемых, кораллов, многие из которых были уничтожены или утрачены в природе. Это вторая по величине публичная коллекция метеоритов на планете. Тут хранятся целые метеориты, фрагменты упавших астероидов, образцы, собранные еще аж в XVIII веке, и даже куски метеорита, который был когда-то частью ядра древнего протопланетного тела. Зачем оно нам надо? Чтобы узнать, как образовалась наша Вселенная, и как родилась и чем дышит наша родная Солнечная система. Ребята, вы представляете масштаб? Если смотреть вверх, в центральном зале можно увидеть десятки животных, спрятанных на потолке. Этот музей — своеобразная охота для внимательных и самых любопытных посетителей. А еще тут можно смотреть под микроскопом. Лично я такое просто обожаю. Это же целый мир, который обычно спрятан где-то глубоко, который мы порой пробегаем мимо по своим делам житейским. А ведь тут столько всего. Миниатюрные резные фигурки, мозаики размером с песчинку, изображения из чешуек бабочек и кристаллов. Ну расскажите, поделитесь скорее, кто из вас любил уроки биологии, зоологии, ботаники в школе. Кто из вас про естествознание? Лично я сама своими руками делала гербарий, облазила все местные кусты с фотоаппаратом в руках, и вот до сих пор не понимаю, честно, как я еще не стала биологом. А Стас вообще собирал с детства энциклопедии, каждый свой день рождения, выискивая все самое интересное и мечтая об экспедициях, и изучая минералогию. В общем, это наш вайб, как сейчас говорят модные люди. Поэтому мы оба тут часа на 3 залипли, разглядывая каждый стеллаж, каждую комнату, восхищаясь, удивляясь, открывая рты, как динозавры, и опять восхищаясь. Гуляя по этим коридорам, мне казалось, что я и Стас попали в голливудский фильм «Ночь в музее». Помните такой? Или тот самый мультик про ледниковый период. И что все это вот-вот оживет. Ребята, и я и Стас искренне рекомендуем вам это место к посещению в Вене, потому что оно правда того стоит. В любую погоду, и уж тем более на Рождество. Как вы думаете, что это? Ваша версия? Банк? Нет, не банк. Министерство? Нет, не министерство. Дворец короля? Нет. Не угадали? Пишите комментарии, пока мы думаем коллективом. Ребята, это магазин продуктовый. Вы прикиньте, что. Вот скажите, чем еще вас удивить? Вот вы смотрите и не удивляетесь. Вы допили уже там свой чай? Наливайте еще, потому что мы с вами, прежде чем отпустить Вену и сказать ей свое «Auf Wiedersehen», заглянем в еще одно масштабное сильное место. Красивое, великое. Мы с вами сейчас вместе сделаем то, что я и Стас не делали ни разу за все наши выпуски. Мы отправимся в церковь ночью, вдвоем. Я помню, что уже говорила 10 раз, что оно того стоит, но знаете, оно правда того стоит. Потому что это не просто церковь. Это рождественское чудо, живая история под куполом храма, где нам с вами прямо здесь и сейчас показывают одну известную на весь мир историю. Догадываетесь, какую? Да, сотворение мира. Сотворение нашей с вами Вселенной. Я не знаю, как подобрать вам слова в таком случае, потому что все это таинство.
Это что-то, что вы почувствуете по-своему, когда будете смотреть. Это не только про физический храм, это также про внутренний храм для нашей души, который спрятан где-то глубоко и зовет, просит откликнуться, обратить на него внимание. Планируя этот выпуск, я и Стас ехали снимать город, ожидая от него реверансы, правила, дворцы и формальности. И в итоге открыли для себя целую Вселенную. И в итоге увидели, как все связано со всем. Как была создана вся та красота, к которой мы привыкли и которая окружает нас каждый Божий день, про которую мы, возможно, когда-то забыли. Я сейчас о нашей планете, о нашем мире, в котором все пересекается, все говорит, звучит, живет, все едино. Наверное, это рождественский свет, который случился со мной и со Стасом в тот вечер в Вене. Это такое событие, которое стоит увидеть хотя бы раз в жизни. Возможно, чтобы вернуть себе праздник. Возможно, чтобы вернуть веру в чудеса и начать видеть тот мир, который есть вокруг нас. Возможно, чтобы стать ближе к тому, что зовет уже давно, к тому большему и непостижимому, но самому верному. Рождество — это праздник, который начинается отсюда, с момента сотворения нашей Вселенной. Он существует, потому что есть она. Он существует, потому что когда-то кем-то высшим и очень любящим была создана эта Вселенная с ее миллиардами звезд, пространств, вспышек и сплетений, чтобы мы могли сюда прийти. И если вдруг по каким-то причинам вы перестали радоваться, перестали праздновать, жить и искать чудеса и волшебство, потому что выросли или еще по 1000 своих личных причин, мы хотим сказать вам кое-что ценное. Отсюда, из этого святого места, из Вены. Радоваться и праздновать, и вообще просто жить — это способности внутри нас, заложенные природой. Это самое естественное, что делает нас живыми, нас нами. Поэтому, пожалуйста, живите, будьте, ищите и находите свои чудеса, взрослые или детские, маленькие или большие, современные или королевские. Главное, продолжайте искать. И пусть Вена самим фактом своего существования служит нам всем доказательством, что чудеса есть. Они существуют точно так же, как существует сама Вена, как есть мы и есть наша Вселенная. Благодарим вас, что досмотрели этот выпуск до конца. Обнимаем вас каждого и желаем вам самого светлого Рождества и Нового года. И пусть Новый год будет для вас чем-то волшебным, вашим, теплым, таким родным. Даже если вы встречаете его в большом городе, в дождь или в серости, в ливень, в тумане или в кромешной тьме, пусть Вселенная раскрасит ваш праздник в миллиарды огоньков и включит ваш внутренний свет, как Вена включила и создала его для каждого из нас. Да будет свет, и пусть он превратит наши жизни в сказку. Пусть он превратит наши жизни в праздник, ведь мы этого, правда, достойны, просто потому что мы есть.